Рад всех приветствовать! Вы на канале Любитель Трофеусов. Здесь мы поговорим о самом красивом и увлекательном хобби в мире – аквариумистике. Моя цель – делиться с вами полезными советами, проверенными способами по успешному содержанию и разведению аквариумных рыб, а также рассказывать о тех обитателях, которые действительно вдохновляют. Как правильно ухаживать за аквариумом, создавать комфортные условия, избегать ошибок и добиваться успеха в содержании и разведении аквариумных жителей. Если вы любите подводный мир, хотите улучшить свой аквариум или просто ищете интересную информацию о рыбках, этот канал для вас. Одним из главных моих аквариумистических увлечений стало озеро Танганьика. И не просто так. Это одно из самых древних и уникальных пресноводных озер планеты, настоящий живой музей природы. Оно расположено в сердце Восточной Африки и занимает территорию сразу 4 стран: Танзании, Демократической Республики Конго, Бурундии и Замбии. Большая часть восточного берега принадлежит Танзании, а западного – Конго. Озеро Танганьика – одно из самых уникальных природных чудес на планете. Размеры поражают: почти 670 километров в длину, до 80 километров в ширину и невероятная глубина – до 1470 метров. Это второе по глубине озеро в мире после Байкала. Но главное – это древность озера. Танганьика существует, по оценкам ученых, от 9 до 12 миллионов лет. А за это время в нем сформировалась уникальная экосистема, которая не имеет аналогов на Земле. Особенность Танганьики в том, что оно изолировано от других водоемов, и это позволило множеству видов эволюционировать отдельно. В результате в озере обитает более 250 видов цихлид, и большинство из них эндемики, то есть их нельзя встретить нигде в мире, кроме как здесь. Эти рыбы занимают самые разные экологические ниши. Кто-то живет в ракушках, кто-то строит гнезда, кто-то охраняет потомство с невероятной самоотверженностью. А кто-то, как наш сегодняшний герой, Неолампрологус цилиндрикус, выбрал жизнь среди скал и камней. Отдельная и огромная благодарность моей коллеге Пен Чин за бесценные знания и кадры. Обязательно загляните на ее канал, ссылка в описании под видео. Итак, знакомьтесь, Неолампрологус цилиндрикус. В 1980 году Андриан Карр обнаружил в Танзании чрезвычайно интересных для аквариумистов рыбок. Они получили название Lamprologus sp. andriani, которое вскоре сменилось на Lamprologus sp. cylindricus. Но и это название в октябре 1986 года поменялось на Neolamprologus cylindricus, поскольку исследования французских исследователей Коломбо и Алгаера в 1985 году показало некорректность отнесения к роду Lamprologus многих видов рыб. В природе эти рыбы держатся вблизи дна, выбирая узкие расщелины между камней на глубине от 10 до 20 метров. Они всегда остаются очень близко к скалам и пещерам. Именно там они чувствуют себя в безопасности, строят гнезда и защищают территорию. Размер в природе до 12 см. В аквариумных условиях тот же. Самец крупнее и ярче самки, с более развитыми плавниками. У самок более круглое брюшко, но нет визуальных гендерных различий. У половозрелых самцов спиной и анальные плавники с красивым радужным отблеском. А косицы жестких лучей брюшных плавников имеют длинные нити. Тело серовато-белое, с 80 четко разграниченными поперечными черно-коричнево-фиолетовыми полосами, частично заходящими на спинной плавник и доходит почти до корня хвостового плавника. Первые лучи брюшных анального и спинного плавников с голубой окантовкой. Весьма привлекательная зебровая окраска. В отраженном свете особенно эффектно выглядит неоновая голубизна плавников и яркий штрих под глазом. Бросаются в глаза вертикальные темные полосы с ярко-белыми промежутками и бирюзовые плавники с синим окончанием. В зависимости от принадлежности к той или иной географической расе оттенки могут несколько варьировать. Чтобы создать им комфортную среду, нужно соблюдать несколько важных условий.
Для содержания цилиндрикусов аквариум должен быть не менее 100 литров на пару. Характер у них территориальный, особенно в брачный период. Поэтому аквариум должен иметь много укрытий в виде пещер и расщелин. Добиться подходящего оформления можно, помещая камни разного размера один на другой, расположенным таким образом, чтобы образовалось как можно больше проходов и пещер. Настоятельно рекомендуется размещать камни на заднем плане аквариума как можно выше, имитируя скалы. В качестве грунта на дно подойдет мелкий речной песок. Не стоит содержать слишком много рыб в ограниченном пространстве, иначе возможны стычки с неприятными последствиями. Из-за большой агрессивности внутри вида не стоит держать более одного самца. Идеально будет на одного самца 2-3 самки. Если вы хотите содержать их вместе с другими цихлидами, то нужен аквариум не менее 300 литров. Обеспечить достаточное количество укрытий и не забывать оставить место для плавания. В качестве соседей подойдут Альтоламбрологус, Илюдохромис, Ацелатус, Циприхромис, Парациприхромис. В особенности содержания хочу отметить, что не стоит содержать их вместе с Неомапрологус лилиупи, так как они очень похожи по поведению. К растениям рыбы равнодушны, по желанию можно высадить неприхотливые виды растений, такие как анубисы, валеснерия и криптокарины. Не забываем, аквариум должен быть оборудован хорошей фильтрацией и аэрацией. Также устанавливаем обогреватель с терморегулятором. Обязательно еженедельная подмена воды. 30% от общего объема аквариума. Оптимальные параметры для содержания: температура 25-27, кислотность 7,5-9,0, жесткость от 9 до 20. Цилиндрикусы – хищники по природе. В дикой среде питаются в основном личинками насекомых, но иногда и другими мелкими беспозвоночными. В аквариуме хорошо кушают различные живые и замороженные корма: креветка, мидии, циклоп, дафния, мотыль. Хорошо едят качественный сухой корм. Рекомендуется кормить их 1-2 раза в день в небольших порциях, которые они смогут съесть за несколько минут. Важно следить за тем, чтобы не перекармливать рыбок, чтобы избежать проблем со здоровьем и качеством воды в аквариуме. Рыбы из танганьики особенно чувствительны к загрязнению. Созревают рыбы к году. Происходит это тогда, когда рыба достигает возраста 12-14 месяцев и размера около 10 см у самцов и около 8 см у самок. Пара образуется только на период нереста. Агрессивно-напористый лидер может нереститься сразу с 3 самками. Во время нереста пара контрастно окрашивается. Самка суетится внутри своего домика, а самец снаружи разгоняет излишне любопытных соседей. Кладку охраняет самка. Зачастую она даже не выходит из укрытия, чтобы поесть. Самец подменяет ее лишь изредка, и то крайне неохотно. Беспроблемно нерестятся в общем аквариуме. Но вариант выращивания мальков в общем аквариуме часто приводит к потере большей части потомства. Небольшой процент потомства выживает только благодаря большому количеству укрытий в камнях. Примерно в 2 месяца при длине рыб от 2 до 2,5 см начинает проявляться полосатость. Кормить молоть можно науплей, микрочервями, инфузорией. Неоломбрологус цилиндрикус – это не просто красивая рыба. Это живое свидетельство древней эволюции, уникального мира, которое миллионы лет развивалось в изоляции. Содержать такую рыбу значит прикоснуться к истории природы, создать у себя дома кусочек настоящего африканского озера, где за миллионы лет рыбы научились выживать, заботиться о потомстве и жить в сложных иерархических структурах. Конечно, цихлиды танганьики не самый простой выбор для новичков, но при внимательном подходе они раскрываются по-настоящему, проявляют сложное поведение, демонстрируют заботу о потомстве, взаимодействуют с окружающей средой, а иногда даже удивляют нас своим интеллектом и характером. Если вы ищете что-то большее, чем просто красивая рыбка в аквариуме, цилиндрикусы и другие цихлиды озера Танганьика точно вас не разочаруют.
Спасибо, что досмотрели до конца. Если вам было интересно, поддержите канал лайком и подпиской. Это очень помогает развитию и мотивирует создавать еще больше полезных и качественных видео. Оставляйте в комментариях ваши вопросы. Пишите, какие виды вам интересны. Я обязательно расскажу и о них в следующих выпусках. До встречи! И пусть в вашем аквариуме всегда будет гармония, чистая вода и здоровые, счастливые рыбки. Всем добра!